Что мы сегодня делаем, Анастасия? Сегодня у нас обалденная программа с Mesoform Pro Prof версия. Мы делаем детокс и подтяжку. Для этого мне нужен влажный ватный диск. Я буду его укладывать под пассивный электрод. Стараемся этот хвост разворачивать по направлению к локтевому сгибу и фиксируем сверху ремнем. Тогда этот хвостик, он не загибается и прослужит намного дольше. Так, изначально мы на аппарате выставляем минусовой режим. Время я поставила 15 минут. Наносим праймер. Проверяем, чтобы интенсивность была у нас выставлена в минимальное положение. Нажимаем кнопку старт и распределяем праймер по правой щечке. Так, под глазом немного добавляю и на шею спускаюсь. Центральную часть шеи мы обходим. Здесь у нас располагается щитовидная железа. И немножко уходим в декольте. И запускаем лимфодренаж. Лимфодренаж мы начинаем запускать от заднебоковой такой точки на шее. Мягкими плавными линиями. Легкая точка фиксации в конце. Я подчеркиваю, что точка фиксации, она легкая. Мы не можем сильно жать на лимфоузлы. Но все же эта точка, она как логическое завершение каждого движения. Линии накладываются параллельно друг на друга. Пятая линия идет под подбородком. Уходим за ушко и опять вниз. Повторяем 3 раза. Сейчас мы делаем детокс. Запускаем все обменные процессы. И это даст очень хорошее осветление кожи. И 3-й раз. Всего у нас получается по шее 4 линии. 5-я линия под подбородком. Выводим еще раз в заднебоковую проекцию шеи, в трапециевидную мышцу. Дальше немножко добавляем геля. Над губой, над верхней губой. И движение от центра к периферии. От центра подбородка к уху, вниз по шее. От уголка рта слегка фиксируемся к уху, вниз по шее. Над губкой, по скуле, к виску, вдоль ушка, за ушко и вниз по шее. От крыла носа, выше скулы, к виску и вниз по шее. И такое выметающее движение под глазом, к височку, вдоль ушка и вниз по шее. Повторяем 3 раза. Запускаем детокс от угла рта к уху и вниз. Никуда не торопимся. Все линии плавные, стараемся кожу не смещать. Геля должно быть достаточное количество, манипула должна скользить плавно. Крупные родинки стараемся обходить. И под глазом. Последнее движение. Уходим вниз. И еще последний раз. Вниз. Вниз. То есть весь детокс, он направлен у нас, да, на то, чтобы все собрать с центра, согнать вниз. Все продукты жизнедеятельности клеток. И, соответственно, подтяжка у нас потом будет давать более такой вот выраженный результат. Переходим на зону лба. Распределяем гель. Любым удобным для вас способом. Можно сразу на манипулу, как это делаю я, можно на пальчик наносить.
Так, распределили. И здесь мы начинаем от центра лба, стараемся манипулой как будто бы прорисовывать бровь, чтобы часть манипулы располагалась над бровью. Еще раз покажу, может быть, боком, да? Часть манипулы под бровью, а центральная часть как раз проходила по бровке. И к височной области продвигаемся дальше. Это именно по кости Да, идешь, по костному краю орбиты, то есть на само глазное яблоко мы не заступаем. Раз, два, продвигаемся к волосистой части головы. 3 и 4-я линия. 4, 5-я линия под глазом. Если хватает здесь у вас геля, он еще не полностью впитался, то уходим вниз. Что хочу еще сказать. Если чувствительность достаточно сильная и вам не совсем комфортно прикладывать манипулу в зоне 3-го глаза всей поверхностью, тогда вы разверните ее под углом 45 градусов, поставьте ее на ребро. Таким образом уменьшается площадь рабочая манипулы, и вам просто будет более комфортно. Прорабатываем, продвигаясь к волосистой части головы. Ну, сильно мы не давим. Мы Нет. просто движемся, придерживаем манипулу. Также 3 раза. Ну, мне комфортно всей поверхностью, поэтому я Ну, ты сейчас продолжаешь делать на минимуме. на минимуме, Ты да. на самом минимуме, то есть рычаг интенсивности влево до упора. Да, уже дальше его развернуть некуда. Так, ну и еще раз я все-таки пройдусь. Прям такой увлекающий процесс. И под глазом 5-е движение. На висок мы также сильно не давим, то есть все очень мягко прорабатываем. Переходим на левую половину лица. Пока ты наносишь гель, Настя, я спрошу, вот самый часто задаваемый вопрос сейчас. Мы, девочки, увидели видео работы, когда мы работаем детокс, и под глазами, да, вот под глазами у нас выметающее движение от внутреннего уголка глаза к внешнему. И Да. все просто привыкли, да, что когда наносят крем, то движутся наоборот, от внешнего уголка к внутреннему. Да, это частый вопрос, так как все знают больше массажные движения, а я напомню, что у нас детокс, да, и мы запускаем все процессы от центра лица к периферии. Когда мы работаем на подтяжку и укрепление круговой мышцы глаза, то тогда можно выполнять движение от периферии к центру. И этот момент, он у нас будет в других видео, поэтому можно всегда на это обращать внимание. Так, а мы продолжаем делать детокс. Я делаю второй проход слева. Уходим за ушко и спускаемся в заднебоковую проекцию шеи. То есть, когда ты идешь по челюсти, да, по краю нижней челюсти, ты же тоже нажим не делаешь сильный, ты просто движешься и просто прижимаешь чуть-чуть манипулу. Да, я стараюсь, смотрите, манипулой как будто бы подхватывать кожу. Мне, наверное, все-таки нужен гель. Но при этом кожу мы не смещаем и не сжимаем дополнительно. У нас нет механического воздействия. Нам не нужно собирать мышцы в складку, как-то их зажимать, что-то вытягивать. Мы просто слегка фиксируем манипулу в определенных точках. Итак, еще раз по точкам, когда мы начинаем процесс детокса. Мы начинаем из-за ушка. Это у нас здесь есть такое анатомическое образование, сосцевидный отросток. К нему фиксируется мышца грудинно-ключично-сосцевидная. Соответственно, мы ее слегка расслабляем, спазмируем. Она дает вот такие вот выделяющиеся тяжи на шее. Соответственно, этот момент мы устраняем легкой точкой фиксации за ушком. Уходим в трапециевидную мышцу и слегка фиксируемся. Напомню, здесь у нас идет 4 линии. 5-я под подбородком. И снова вниз. Дальше мы переходим на верхнюю. Поднимаемся выше, поднимаемся на щечку. Так, распределили гель. И напомню, движение от центра
вниз. От центра подбородка по кости нижней челюсти за ушко слегка спускаемся вниз. От уголка рта к козелку вдоль ушка и вниз по шее. Над губой по центральной части щечки к виску вниз по шее. Дальше от крыла носа по скуле к виску и вниз по шее. Под глазом к виску сильно не давим и вниз по шее. Еще 2 раза повторяем. Стараемся, чтобы плечи были расслаблены во время этой процедуры. Ноги не забрасываем ногу на ногу, не зажимаемся. То есть настраиваемся на детокс. Добавлю время. Еще раз. Темп средний. И линия одна накладывается на предыдущую. Дальше прорабатываем зону лба, верхнего века и зону нижнего века. Так, распределяем гель. И здесь мы движемся от центра лба к виску. 2-я линия на предыдущую накладывается, 3-я линия и 4-я линия. Продвигаемся снизу вверх. 5-я линия под глазом к виску и уходим вдоль ушка вниз по шее. 2-й раз повторяем. 1, 2, 3, 4 и под глазом 5-я линия. Ушли к виску, вдоль ушка, чуть-чуть за ушко, вниз по шее. И 3-й проход. Манипулой рисуем бровь, к виску фиксируемся. 2-я линия накладывается на предыдущую. 3-я линия фиксируем у виска. 4-я линия максимально близко к зоне роста волос. И 5-я линия под глазом, вдоль ушка, за ушко и вниз по шее. Дальше мы выполняем подтяжку. На аппарате ставим биполярный режим. Интенсивность я оставляю минимальной и продолжаю работать с этой же зоной, на которой только что закончила проводить детокс, так как здесь у меня еще гель не полностью впитался. Так, начинаем мы подтяжку с кончика носа. Делаем носик точеным. И здесь обязательно акцентирую ваше внимание, манипулу обязательно будем ставить под углом 45 градусов, так как биполярный режим – это режим на подтяжку, он самый сильный, и, соответственно, ощущения будут более ощутимы. А если даже вот при такой позиции, есть очень чувствительные девочки, что даже при такой позиции все равно чувствительно. Есть у нас манипула для деликатных зон, она со специальной токопроводящей офтальмологической резиной, смягчает импульсы, соответственно, более комфортно проходит процедура. Так, сейчас по линиям, да, то есть мы от кончика носа бровь подтягиваем кверху. То есть все, что связано с подтяжкой, у нас идет снизу вверх. Итак, от кончика носа по центральной части лба. Потом внутренний угол бровки с легкой точкой фиксации здесь. Протянули к волосистой части головы. Дальше из-под бровки легкая точка фиксации. Опять к волосистой точке головы. Также линии идут рядышком, друг за другом. Центральная часть бровки. И смещаемся к наружному хвостику бровки. Прорабатываем височную область. Таким образом мы снимаем спазм здесь в круговой мышце глаза. И это дает возможность нам разгладить гусиные лапки. Делаем еще один проход.
Снимаем зажим, который межбровкой формируется. Соответственно, да, это нам дает подтяжку бровки, укрепление верхнего века. И разглаживаем морщинки, которые собираются между бровками, и горизонтальные морщинки на лбу. То есть расслабляем. Еще один проход и будем спускаться на щечку. Моделировать скулу. То есть, если комфортно, то можно всей площадью манипулы работать. Да, как правило, вот здесь центральная часть лица, она более чувствительная. То есть зона между бровками, зона у крыльев носа и зона на подбородке. Здесь места выхода крупных нервных окончаний, поэтому в основном будет чувствительно в этой части лица. Просто уменьшаем Да. интенсивность тогда, да? Ну и делаем процедуру более комфортной. Так, распределяем гель по всей рабочей поверхности, а это у нас щека, шея, подбородок, над губкой. И все движения, напоминаю, у нас идут снизу вверх. Начинаем от надключичной ямки. Тянем к уху и фиксируемся в области крепления жевательной мышцы. Для этого нужно открыть рот и почувствовать, где она фиксируется. Да? То есть вот под такая как ямочка. Одна точка фиксации. Вторая. Третья. Четвертая. И пятая. У крыла носа. От этой точки мы уходим в зону виска по скуле и вниз по шее. Повторяем. Раз. Два. Фиксируемся в области скулы. 3. 4. И 5. У крыла носа. От крыла носа к виску по скуле и вниз по шее. Еще раз. Первая линия проходит вдоль ушка. Наверх моделируем контуры лица. Вторая линия фиксируется возле предыдущей. Третья. Четвертая. И пятая. Обращаю ваше внимание на то, когда мы проходим вот эту точку, здесь у нас находятся лимфоузлы. Мы манипулой не жмем и не прижимаем лимфоузлы. Она аккуратно повторяет контуры лица. Не нужно здесь стараться сильнее нажать, потому что хочется подтянуть щечку и подтянуть подбородок. Он подтянется, нужно просто немного приложить усилий, но в каком плане? Усилий в плане количества процедур, а не механического воздействия манипулой. Поэтому еще раз акцентирую внимание, когда мы проходим зону лимфоузлов, соответственно, в этой зоне манипула, она движется просто по контуру. Она движется у вас очень легко и без нажатия. Итак, еще раз по подтяжке. Как мы здесь ограничим? Вот наша, значит, точка фиксации, она у нас проходит от крыла носа к виску. Соответственно, мы движемся вот таким вот образом и фиксируемся в области скуловой мышцы, в области скуловой кости. И таким образом мы укрепляем контуры лица, подтягиваем щечку, ставим ее на место, моделируем овал и делаем скулу более четкой. Дальше немножко поработаем с подбородком. Буквально 2 прохода. Фиксируемся под подбородком на несколько секунд. Выводим манипулу. Сейчас я скажу, что мы делаем, потом проведу. Выводим манипулу в центральную часть подбородка. Фиксируемся.
манипулу оставляем в таком же положении. Под губку. Это дает возможность снять спазм мышцы, которая опускает губку вниз. Еще раз. Под подбородком. Если комфортно, можно всей поверхностью. Ты немножко язык подворачиваешь Нет, под губу, я да? как будто бы вывожу дополнительно челюсть вперед. Можно поднять голову. И очень хорошо будет, если вы укладете язычок на зубной нижний ряд. Итак, у нас 3 линии. 1, 2, 3. Это дает подтяжку контура и подтяжку угла губ. Дальше переходим на правую сторону. Настя, так показываешь, прям хочется сесть сразу и начинать делать. Я сижу и завидую. Да, я очень ждала этого момента, когда мы начнем снимать это видео. Так, здесь я тоже начинаю сверху. То есть, когда мы делали детокс, мы двигались от центра к периферии, и все линии у нас были направлены вниз. А здесь мы на подтяжку движемся кверху. Напомню, да, подтяжка у нас идет с кончика носа. Он обязательно работает в каждой программе. Центральную часть лба. Дальше от внутреннего уголка бровки к волосистой части головы. Как будто бы вы манипулой поднимаете бровь, поддеваете ее, но при этом стараетесь кожу не смещать. И продвигаетесь от внутреннего угла глаза к наружному. Обязательно прорабатываем височную мышцу. Здесь также достаточно таки чувствительная может быть зона, так как практически нет подкожно-жировой клетчатки в области виска, поэтому можно разворачивать манипулу под углом 45 градусов, и это даст более комфортное ощущение во время процедуры. Это движение дает хорошую подтяжку именно бровки и укрепляются верхние веки, то, что нам всем хочется, в общем-то, сделать. Так, из необычного, что еще могу вам показать для укрепления верхнего века? Это техника маятник, когда мы манипулу держим, опять же таки, на ребро, устанавливаем и прорабатываем по костному краю орбиты. Дальше все вытягиваем кверху. Возвращаем бровь в ее анатомическое положение. Так, и еще раз под глазом. 3 раза было. Так, добавляем гель. Закончился. Да. Сейчас посмотрю здесь. Угу. Спасибо большое. Распределяем по щечке. Я прям уже чувствую, как у меня эта сторона укрепилась, подтянулась и присобралась. А что по Давно ощущениям? не делала себе процедуру я. Что по ощущениям? Ну, вот такое ощущение, я не знаю, но это лично у меня такое ощущение. Когда, допустим, ты долго не делал никакую зарядку элементарную хотя бы, и тут ты, когда ее сделал, ты прям чувствуешь, что вот они, твои мышцы, они на месте, а не просто там все болтается как-то. Вот у меня такие ощущения. То есть я чувствую, что сейчас у меня глазки открылись, я чувствую, что вот вся щечка, она на месте, и как-то вот здесь все покрепче. Так, распределила я гель. Так, есть. И подтягиваем. Движемся с легкой точкой фиксации в области скуловой мышцы и скуловой кости. Напоминаю, что у нас вот она, эта линия идет от крыла носа, условная такая линия, да,
к височной кости. И мы будем здесь фиксироваться. Раз. Это уже вторая точка фиксации. Третья. Четвертая. То есть я когда двигаюсь вот здесь, вот, да, где лимфоузлы, я как будто бы даже перекатываю как-то манипулу. Без нажима, Без просто нажима. скользим. Угу. Второй раз. Да, мы через силу нигде не работаем. И я еще хочу обратить внимание, что геля у вас должно быть достаточно. Манипула хорошо скользит, вы не должны отвлекаться на то, чтобы постоянно его там добавлять где-то. Нанесите его изначально, вот, ну, чтобы ни много и ни мало было, и увлекитесь именно самим процессом проработки, подтяжки и детокса. Я уже ускоряться начинаю. А сейчас у тебя промежуточная точка фиксации появилась вот внизу, да? Мы этот прием не показывали на прошлой стороне, ой, в смысле на левой стороне. Расскажи, что ты делаешь, почему ты стала фиксироваться еще? Ну, у меня, наверное, как у всех девчонок, есть определенные особенности строения лица. Вот, соответственно, мне хочется на этой зоне больше остановиться и больше поработать на укрепление области носогубного треугольника именно справа. Соответственно, вы можете во время процедуры также делать акцент в тех зонах, с которыми хочется больше всего поработать. Итак, что я делаю сейчас? Для того, чтобы вот воздействовать на зону носогубного треугольника именно с правой стороны, то есть я фиксируюсь под подбородком, потом на подбородке, то есть получается под щечкой, на щечке, под губкой практически, здесь возле угла рта и возле крыла носа. А дальше иду по скуловой зоне, к виску и вниз спускаясь по шее. У нас есть отдельное видео по зоне проработки носогубного треугольника, где мы более подробно останавливаемся. Соответственно, у меня рука уже машинально движется в этой точке, именно так все проработать. Классический вариант, когда мы работаем на укрепление контура и на моделирование скуловой зоны, это 4 линии идут у нас по шее с фиксацией в зоне скулы. Вот она третья линия, и вот она четвертая линия. И от этой точки, от крыла носа, мы движемся к височной области по скуловой мышце и уходим вдоль ушка, за ушко и вниз по шее. То, что сейчас сделала я, это было дополнительно еще проработка по точкам для укрепления носогубного треугольника. И немножко еще нужно мне сделать с этой, с правой стороны, несколько проходов по подбородку. Фиксируемся. Протягиваем прям под губку. И третья линия. Ничего не пережимаем. Здесь также находятся подподбородочные лимфоузлы. Еще раз. Просто слегка как прижимаем. Аккуратно. Вторая линия. Здесь мы прорабатываем мышцы, которые опускают как раз вот именно вот эту часть все вниз. Опускают нижнюю губку и опускают уголки рта. Можно еще разок. Так. Я сделала уже и детокс, и подтяжку. Что следующее? Дальше выключаем аппарат, смываем остатки праймера, тонизируем тоником с ахокислотами и наносим крем-сатин. Легкими такими движениями, кончиками пальцев до полного впитывания, включая кожу вокруг глаз. Момент такой хотела, Настя, у тебя уточнить. Вот ты сейчас показала классику, когда у нас равномерно, по большому счету, распределены движения по всему как бы лицу. Мы особенных акцентов не делали. Да, а если вот, ну, например, речь идет о каких-то глубоких заломах на лбу, там, глубокой межбровке,
или овал вот требует особенного внимания, то как мы тогда поступаем? Мы все-таки начинаем курс, мы делаем эту процедуру, потом делаем акценты или как? Если мы говорим о каких-то зонах, на которых хочется сделать акцент, и вот, да, когда общаются девочки с консультантами, с нашими, мы всегда спрашиваем, да, опишите, что у вас. Вот кто-то пишет, например, там лоб, либо веки, либо носогубки. В любом случае, все процедуры мы начинаем именно с вот этой программы, которую я сейчас продемонстрировала. Это легкий детокс и легкая подтяжка. Когда мы все это дело проработали, мы разогнали все обменные процессы, мы улучшили приток артериальной крови, мы улучшили общее физиологическое и анатомическое положение мышц, а дальше мы можем работать уже с какими-то, ну, такими вещами более деликатно. Соответственно, вы будете даже сами акцентировать на этом внимание во время процедуры, но общую проработку делаем вот по этому видео.